Привет! Соперничество PlayStation и Xbox тянется с самого начала выхода этих приставок. Прошлое поколение PS4 и Xbox One все еще достаточно актуальны и будут ими оставаться еще несколько лет, ведь их не забывают, и новые проекты выходят до сих пор и на этих консолях включительно. Потому что, что мы получили с выходом новых консолей? Колоссальную правдоподобную картинку? Нет. Разрешение в играх 8К? Тоже нет. 120 Гц в играх? Нет. Да, что-то где-то причесали, где-то дают право выбора качества картинки или количества кадров. Но мы хотим всего и сразу, какого-то качественного скачка именно в качестве картинки. Сделайте уже наконец-то, чтобы это не отличалось от фильмов. Хотя и в фильмах сейчас графика, такое себе. И несмотря на это все, многие сомневаются в актуальности PS4 и Xbox One, но я полностью с этим не согласен, так как нужда в консолях уже прошлого поколения все еще есть, и каждая из этих консолей достойна своего внимания. Сегодня об этом и поговорим. Подписывайтесь на канал, поехали! Давайте будем честными, некоторые до сих пор на торговых площадках БУ товаров ищут себе PS3 и Xbox 360, так как данные консоли все еще пользуются огромным спросом. Потому что первое — это низкая цена, второе — много годных игр, и третье — это то, что их можно прошить. Не будем говорить о мыльности картинки в 720p, в целом, учитывая хороший геймплей, качество историй, наличие официальной русской озвучки и, главное, прошиваемости, звучит неплохо и играется неплохо. Я был счастливым обладателем аж 2 Xbox 360, делал про них ролики, и в целом это восторг. И раз актуальность 360 и PS3 еще до конца не закончилась, мы все еще не можем считать их ретро-приставками, что уж говорить о следующих поколениях. Давайте разберем ценность и полезность каждой из этих консолей на ближайшие пару лет. Начнем с плюсов Xbox One S. Я делал уже про нее ролики, и они всегда актуальны. В районе 15 тысяч рублей можно смело найти себе Xbox One S в идеальном состоянии и даже с 2 геймпадами и несколькими дисками. А Xbox One X можно найти в районе 25 тысяч рублей. Там уже и железо посильнее, и в 4К можно поиграть. Согласитесь, за 25 тысяч сложно собрать компьютер, чтобы просто поиграть в новинки игр. Тут уже выигрывает и Xbox One, и PS4. Также в плюс Xbox в нынешних реалиях можно прописать и более удобную и легкую без заморочек покупку игр. Тут все легче приобретается, чем на PlayStation. Не нужно создавать для покупки игр отдельный аккаунт, заморачиваться с картами и так далее. Поверьте, все намного легче. Обратная совместимость. Xbox One поддерживает совместимость с играми от Xbox 360. То есть, не имея самой 360, вы можете без проблем запускать различные игрушки 10-летней давности. Этим я охотно и пользуюсь уже много лет. Стоили такие игры в магазине Microsoft, когда продавались у нас легально, копейки. Много достойных игр было куплено за 250-400 рублей, и по графике, даже сидя за несколько метров за большим 4К телевизором, не сильно уступают современным играм, потому что главное, повторюсь, это все-таки геймплей. Причем, если рассматривать новый Xbox Series S или X в плане обратной совместимости, то тут все еще более интереснее. Ведь новые консоли мало того, что поддерживают игры начиная с 360, так еще и увеличивают по умолчанию FPS до 120 кадров в секунду, а где-то подтягивают графику. И это не может не радовать. К сожалению, PlayStation 4 в этом плане проигрывает, так как такой возможности у данной консоли просто нет. Согласитесь, ведь обратная совместимость — это не просто дополнительная функция, это прям какое-то уважение к самим игрокам. Зачем мне покупать Xbox 360, если у меня уже есть Xbox One, и я хочу пройти какую-нибудь игру, которая изначально вышла для Xbox 360? Все это вполне логично и правильно, но с точки зрения маркетинга, наверное, невыгодно на начальном этапе, когда обе консоли еще актуальны. Круто было бы, если бы данная возможность появлялась уже после прошивки, например, когда предыдущее поколение консолей уходило на покой. Тогда компании Sony с ее PS4 было бы выгодно снова продавать игры онлайн для PS3, но уже на PS4 с повышенным FPS. Вот он правильный маркетинг.
Не благодарите за идею. Но мы отвлеклись. Сегодня я не буду затрагивать онлайн-подписки, потому что сам ими никогда не пользовался, меня не привлекала игра онлайн. Но у Xbox есть огромный туз в рукаве – Game Pass, который на сегодняшний день является самой популярной подпиской. Различные скидки, акции, различные годные предложения и самое главное, больше сотни игровых проектов на выбор. И самое интересное это то, что список с доступными играми очень часто пополняется другими и более новыми игровыми проектами. Так что еще один плюс в копилку Xbox One. К слову, у PlayStation тоже есть свой ответ Game Pass'у – тариф экстра. Sony обещала библиотеку до 400 игр на PS4 и PS5. Каталог обновляется в середине каждого месяца по принципу Game Pass. Что-то уходит, что-то приходит. Еще есть тариф Premium или Deluxe. Это когда в дополнение к экстра идут несколько сотен игр с классических платформ Sony. PS, PS2, PS3 и PSP. Плюс в нее входит подборка ремастеров игр. Но плюс в копилку Xbox One я положил, потому что Game Pass на нем работает уже много лет, и к нему уже привыкли. Он более привычен и обкатан. Коллекция игр, как по мне, там интереснее. К тому же часто появляются новинки игр. Ну и четвертый, самый банальный плюс Xbox One для меня, что это достаточно производительная, компактная и симпатичная игровая консоль. Но к этому плюсу можно отнести и PlayStation 4. Это я говорю про дизайн самих консолей, а если коснуться дизайна главного меню, то явный плюс у PlayStation, тут без споров. Разбираться в меню майкрософтовской коробки до сих пор не хочется, в ней простые правила. Увидел иконку игры среди всей этой мешанины и быстрее запустил, чтобы не травмировать свою психику. А в меню PlayStation хочется полазить, поисследовать, и это замечательно. Если сравнивать их с миром операционных систем, то Xbox это Windows XP, а PlayStation новенькая macOS. Перейдем к плюсам PlayStation 4. Ассортимент дополнительного оборудования для консолей прошлого поколения, честно сказать, невелик. И в этом Xbox One даже проигрывает. У него есть Kinect, а у PlayStation 4 есть «Загибаем пальцы», станция для подзарядки, сразу нескольких геймпадов, собственный шлем виртуальной реальности, контроллер PS Move и камера PlayStation Eye для захвата движений. Качество у нее, конечно, полное говнище, но она есть. Давайте будем честными, редко у кого встретишь весь этот перечисленный комплект. Но плюс есть плюс, сегодня я буду объективен и честен. Про эксклюзивы. Десятки годных проектов, которые посетили эту консоль и не изменяли ей на протяжении долгого периода. Но и здесь получается какой-то не совсем уверенный голос. Как мы все знаем, уже несколько прошлых эксклюзивов все-таки портировались на компьютеры. Но и тут надо отдать дань PlayStation 4, все-таки эти эксклюзивы предатели долгое время были на борту исключительно на консоли от Sony, и вышли они на компьютерах только через некоторое время, а точнее уже тогда, когда полностью окупили себя с эксклюзивной стороны, так что безоговорочный плюс. Ну и в принципе все. Эти два важных плюса, которые я увидел у данной консоли. У Xbox One плюсов я нашел больше. Не буду сравнивать геймпады, так как привыкнуть можно абсолютно к каждому. И в плане производительности также особых различий нет. Хотя говорят, что для PlayStation 4 игры оптимизированы немножко лучше, но это самое лучшее увидеть невооруженным глазом невозможно. Так какую же приставку выбрать для прохождения игр последних лет выхода? PlayStation 4 или Xbox One? Ребят, на самом деле каждая из этих приставок хороша по-своему. О плюсах каждой из них я уже сказал, и решать только вам. Я уже сделал свой выбор пару лет назад, а вам надо просто понять, чего вы хотите получить от этих консолей и уже от этого отталкиваться. Лично я симпатизирую больше Xbox One. Во-первых, потому что она дешевле на вторичном рынке, и во-вторых, это подписка Xbox Game Pass, которая освобождает вас от покупки каждой игры отдельно. Да и в целом у Xbox, по моим наблюдениям, игры стоили немножко дешевле. На этом все. Если понравилось данное видео, то не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Посмотрите другие ролики на канале про эти консоли и просто другие. Будет познавательно. Впереди много интересных обзоров и новостей. Пока-пока.